Здравствуйте! Сегодняшний наш рассказ об экзотическом фрукте питая. Фрукт питая или питахая – общее название плодов нескольких видов кактусов из родов Гилоцериус и Стентоцериус. Английское общеупотребительное название этих плодов – Dragon Fruit – драконий фрукт. Общее название драконий фрукт происходит от кожицы, похожей на шкуру дракона, и чешуйчатых шипов на поверхности плода. В зависимости от сорта, мякоть плодов питая может быть сладкой или кислой на вкус, красного, белого или желтого цвета. Фрукт часто называют вьетнамским драконьим фруктом, поскольку Вьетнам является ведущим экспортером этих плодов, причем доходы от его продажи составляют 55% оборота экспорта фруктов государства. Его выращивают на площади 57 тысяч гектар. Фрукт также может быть известен как клубничная груша. Недаром во Вьетнаме питая самый популярный фрукт. Здесь в пик сезона с мая по октябрь цена на него колеблется от 23 тысяч до 50 тысяч вьетнамских донгов или от 60 до 120 рублей за килограмм. Как уже сказано, драконий фрукт – это вьющийся эпифитный лианообразный кактус. Родиной этого растения считается Южная и Центральная Америка, в том числе Мексика. В настоящее время это растение помимо Вьетнама промышленным образом культивируется во многих странах Юго-Восточной Азии, а также на Гавайях, в Израиле и Северной Австралии. Название питахая и питая происходят из Мексики и связано с названием высокого вида кактуса с цветками и съедобными плодами. В основном выращивают три вида гилоцериусов. Гилоцериус волнистый – это наиболее часто встречающийся драконий фрукт. Он имеет розовый плод и белую мякоть с черными семечками. На вкус сладкий, похож на смесь банана и киви. Гилоцериус крупноцветковый встречается намного реже. Имеет плод с желтой кожицей и белой мякотью. Слаще и ароматнее, чем белая питахая. Гилоцериус костариканский – самый редкий представитель драконьих. Имеет плод с красной кожицей и красной мякотью. На вкус пресный, поэтому его чаще добавляют в салаты. Если переусердствовать в поедании этого фрукта, возможно покраснение мочи, псевдогематурия. Причиной служит большое содержание каротиноидов и ликопина в мякоти. Фрукты имеют слегка вытянутую форму длиной около 20 см, гладкую плотную кожуру, покрытую небольшими овальными чешуйками с ярко-салатовыми кончиками, напоминающими чешую дракона. Кожура легко отделяется от мясистой мякоти, содержащей большое количество мелких семечек. По внешнему виду и размеру они похожи на мак или семена киви, причем они не мешают лакомиться вкусными и сочными плодами, имеющими приятный нежный аромат. Но в целом виде они не перевариваются организмом. Вкус питаи сравнивают с ощущениями от киви, груши или арбуза, а текстуру мякоти со свежим инжиром. Считается, что у плодов с белой мякотью вкус менее выраженный, чем с красной. Собственного характерного аромата нет, запах слабый, сладковатый, напоминает одновременно грушу и киви. Плод гилоцериуса – это идеально здоровая еда, потому что он довольно питателен. Драконий фрукт на 80% состоит из воды, и при этом богат витаминами и микроэлементами. В нем содержатся витамины группы В, витамин С, калий, кальций, железо, фосфор, аминокислоты и антиоксиданты. Входящий в него каротин обладает противораковыми свойствами. Как в любом фрукте, в питахае большое количество клетчатки, в том числе пребиотиков. Клетчатка способствует поддержанию микрофлоры кишечника в оптимальном состоянии, а в итоге хорошему пищеварению. Драконий фрукт приспособлен к жизни в сухом тропическом климате с умеренными осадками. Также его можно выращивать как домашнее растение, придавая необычную форму росткам и объединяя их в пучки для создания декоративных композиций. В промышленных масштабах драконий фрукт выращивают на специальных фермах, где используют различные поручни и подпорки для фиксации кактусов. Благодаря частому плодоношению и высокой урожайности, с 1 гектара сада можно собрать 25-30 тонн плодов за сезон. Размножаются кактусы стеблевыми черенками. Они неприхотливы, однако при излишнем увлажнении начинают гнить, а цветки опадать. Чтобы выращивать драконий фрукт с высокой эффективностью и получать вкусные плоды, необходимо соблюдать правила посадки и ухода за растением. Драконий фрукт выращивают круглый год.
Первые посадки начинаются 10-11 января. Это время, когда заканчивается сезон дождей и почва достаточно влажная. Драконьи фрукты могут расти в различных типах почвы, но предпочитают почву, богатую органикой с добавлением песка. Это связано с тем, что питая является суккулентом, и ее корни не любят избыточной влажности. Почва должна быть хорошо дренированной. Местность выбирается с таким расчетом, чтобы она была благоприятна для возделывания, ухода, сбора урожая и транспортировки. Перед посадкой растений почва тщательно вспахивается и уничтожаются сорняки. Часто на плантациях делают каналы для удобства полива растений. Для улучшения почвы используют удобрения и известкование. При использовании навоза на 1000 квадратных метров его потребуется от 600 до 1000 килограмм. Сначала устанавливаются цементные столбы высотой 2 метра и диаметром от 15 до 18 сантиметров. Их закапывают на глубину до половины метра. Сверху столба размещается железная арматура в виде веера длиной 30-40 сантиметров в качестве опоры. Таким образом, растение получает навес для развития своих стеблей. Это придает растению прочную базовую основу. Для посадки выбираются черенки от здорового материнского растения. 3-4 черенка размещаются возле столба и закрепляются лентой. Затем земля возле посадки окучивается. Таким образом, глубина посадки составит от 2 до 5 сантиметров. Посаженные черенки обильно поливают. Черенки укореняются и плотно прилегают к бетонному столбу. Растения регулярно поливают и подкармливают в зависимости от влажности почвы. Для сохранения влаги производят мульчирование. Под дерево подсыпают солому или кокосовое волокно. Навес на столбе позволяет развиваться вторичным веткам. Растения такой формы реже подвергаются атакам вредителей. Равномерное закругление ветвей обеспечивает высокую и стабильную производительность. Регулярное обрезание веток позволяет создать красивый навес. Таким образом, процедура ухода за растением не представляет сложности. Главное – своевременный умеренный полив. Верхний слой почвы на глубину до 1 см должен быть постоянно влажным. В то же время чрезмерное увлажнение может привести к развитию грибковых заболеваний корневой системы. Через определенное время на питае вырастают довольно длинные стебли, которые затем под собственной тяжестью начинают прогибаться, и в итоге растение приобретает такой вид. В естественных условиях высота кактуса может достигать 10 метров. Давайте посмотрим на эти отростки поближе. Фермеры не могут позволить растению бесконтрольно расти. Если на стебле появляются лишние 2 и более отростков, то, используя вот такое нехитрое приспособление, они легко удаляются. Также иногда на листьях вместо драконьего фрукта могут образовываться продолжения листьев. На них фрукты уже не успеют появиться, поэтому их тоже обрезают. После того, как все кусты приведены в порядок, осуществляется подсветка драконьего фрукта, которая длится 20 дней. Такие освещенные среди ночи участки можно часто заметить при движении по дорогам. Питахайю подсвечивают ночью яркими галогеновыми лампами на полях, чтобы стимулировать продолжение роста растений. Это сделано для поддержания оптимальных условий для растений, поскольку цветение питаи происходит только в ночное время, из-за чего ее прозвали лунным цветком. Питахайя относится к перекрестно опыляемому растению, поэтому для получения плодов нужно иметь 2 и более растения. С июля по октябрь каждый большой белый ароматный цветок раскрывается только на 1 ночь, а к утру засыхает. Цветы опыляются ночными насекомыми-опылителями, такими как летучие мыши или мотыльки. Так вылупляются первые почки. После их появления требуется лишь полить растения. У питаи нельзя выделить один конкретный период цветения. Крупные цветки диаметром до 17 см могут появляться на концах листьев несколько раз в течение года, обычно 5-6 раз.
Известно только, что от появления почек до распускания цветков проходит 22-23 дня. Они имеют белые лепестки и раскрываются только ночью, источая сильный приятный аромат. После окончания цветения до сбора урожая проходит еще 1 месяц. Когда фрукты готовы к сбору, фермеры начинают обзванивать оптовиков и выясняют, кто из них готов купить себе определенное количество фруктов. Обычно урожайность составляет порядка 1,5 тонн на гектар. Когда приезжает доверенное лицо, начинается торг. Представитель проверяет количество крупных и мелких фруктов, и в зависимости от этого складывается финальная цена на продукцию. После того, как договор на поставку заключен, начинается сбор урожая. Он происходит довольно обыденно. От оптовика приезжают сборщики в количестве 5-10 человек, которые, вооружившись секаторами, начинают оперативно срезать плоды и складывать их в ящики. Собранные фрукты загружаются в грузовики для отправки на перерабатывающую фабрику. Здесь они прежде всего моются и сортируются. Часть фруктов идет на переработку для изготовления сухофруктов или соков. Другая же часть из высококачественных фруктов предназначается для отправки на экспорт. Во Вьетнаме доля экспортируемой сельскохозяйственной продукции с годами резко возросла, что принесло стране высокую экономическую прибыль. Драконий фрукт – один из фруктов, который очень сложно сохранить при транспортировке на дальние расстояния. Раньше драконий фрукт практически невозможно было отправлять на экспорт, поскольку он быстро гнил и портился. Для того, чтобы иметь возможность экспортировать фрукт в страны Европы или Северной Америки в холодильных контейнерах морским путем, его необходимо обработать для сохранности. Сегодня самая передовая технология для этого – использование озоновой воды. Драконовые плоды упаковываются в высококачественные 5-7-слойные картонные коробки с офсетной печатью. Собранные плоды на экспорт имеют красивый цвет, а их биохимические показатели достигают оптимальных значений. На фабрике фрукты сначала промываются чистой водой для удаления пыли и прикрепившихся к ним микроорганизмов. Фруктам дают высохнуть естественным путем или с использованием вентилятора для ускорения. После этого фрукты упаковывают в целлофановые пакеты и укладывают в картонные коробки. Вся продукция проходит тщательное тестирование, чтобы соответствовать самым высоким стандартам качества и безопасности пищевых продуктов. Коробки с фруктами дракона хранятся в холодильнике при соответствующей температуре. Продукция хранится на складах при температуре от 4 до 8 градусов Цельсия и влажности 85-95%. При применении вышеуказанного процесса плоды дракона могут храниться от 30 до 35 дней, что обеспечивает сохранность их качества и время транспортировки на отдаленные рынки. При проверке видно, что качество плодов хорошее. Драконий фрукт используют во многих кухнях мира. Одним из самых востребованных является красный драконий фрукт, поскольку имеет выдающийся цвет и чистый сладкий вкус. Также питаю, особенно желтую, обладающую более насыщенным вкусом и ароматом, довольно часто употребляют в пищу необработанной, в свежем виде, предварительно немного охладив. Для этого фрукт нарезают на небольшие дольки и кушают их наподобие дыни. Немножко потренировавшись, можно наловчиться снимать кожуру с плода, для чего можно воспользоваться различными способами. Красные плоды более пресные, поэтому их обычно используют как один из ингредиентов фруктовых салатов и коктейлей, добавляют в йогурты, щербет, мороженое, готовят из них джемы, мармелад, соусы.
А вот так в Индии из питаи готовят прекрасный молочный коктейль и фруктовый десерт из мороженого. В некоторых странах цветы питахаи высушивают и употребляют для заваривания чая. Таким образом, благодаря своему уникальному внешнему виду и великолепному вкусу, драконий фрукт становится все более популярным не только в тропических странах, но и во всем мире. Он является не только дополнением к разнообразным блюдам и напиткам, но и может быть ключом к поддержанию здорового образа жизни. Попробуйте драконий фрукт и получите наслаждение от его вкуса и пользы для своего здоровья. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!